Привет, привет, привет. О чем тогда будет наш разговор сегодня? Не могли бы вы еще больше просветить нас в ситуации с монолитом? Добро пожаловать всем и каждому. Мы всегда рады начать эти беседы с тобой, Блоссом. Это действительно замечательно, что так много людей воодушевлены тем, что мы можем предложить. Наша миссия состоит в том, чтобы сделать именно это. Возвышение. Так много благодарности каждому за то, что он чувствует и принимает то, что мы должны сказать. Что касается монолитов. Что касается полного срабатывания всего, что было упомянуто в разговоре некоторое время назад, ничего не изменилось, кроме энергии. Что, безусловно, усиливается. Разве ты не чувствуешь это, Блоссом? Да, на самом деле я могу. Я, кажется, нахожусь в хорошем пространстве много времени, и все кажется хорошо. Но, похоже, не у всех. Истина в том, Блоссом, что каждый человек несет ответственность за настройку на энергию, которая предлагается через эфиры. Многие из вас очень хорошо знают, что нужно для достижения радости и свободы души. Теперь каждый знает, что думать о том, что приводит вас к падению. Приведет вас к падению. Думать о том, что возвышает душу, дух, будет возвышать. Не так уж сложно, как мы видим это с нашей точки зрения. Действительно. Я бы сказала, просто в теории. Тем не менее, на практике это не так просто для многих, в зависимости от их обстоятельств. Будь то, например, в центре зоны боевых действий или в одиночестве и с болью. Мы понимаем, Блоссом, и все же мы по-прежнему придерживаемся того, что мы сказали. Каждый человек выбрал определенные аспекты своего путешествия, чтобы соответствовать своим потребностям в росте. Во время испытаний душа может выбирать, как адаптировать мысли, чтобы служить или не служить. Валяться в грязи не служит ни отдельному человеку, ни более того, целому. Как бы вы сказали, где карма входит в чью-то ситуацию? Карма. Теперь есть тема. Ура! С чего начать? Многие души находятся в предположении, что то, что постигает их, что может случиться с ними, что не доставляет такого удовольствия, связано с чем-то, что они сделали в прошлом. Будь то в их нынешней жизни или в прошлой. И что по закону они должны страдать за это. Мы бы вообще не стали выражать это таким образом. Например, если кто-то, возможно, совершил большой проступок по отношению к другой душе в прошлой жизни, покидая эту физическую оболочку. Душа понимает, какую боль или огорчение она причинила другой, и испытывает глубокое раскаяние. В зависимости от стадии роста души это может произойти не сразу, потому что человек не просто делает последний вдох на земле, а прибывает в другое место, и все прощается и забывается, так сказать. Действительно, энергия в другом месте намного выше и спокойнее, чем на земле, но путешествие души остается с ними. Они способны оценить, как протекала их жизнь. И им предлагается большая помощь для достижения понимания. Таким образом, это был бы выбор души вернуться и, возможно, испытать тот же сценарий, который они навлекли на другого, чтобы получить прощение для себя, а не для прощения от другого, на которого они повлияли.
Верно ли, что когда кто-то проходит сквозь завесу, когда он готов, он способен не только видеть, но и чувствовать каждый хороший, плохой и безобразный момент, который он пережил. А также, если бы они причинили другому боль эмоционально, физически, что угодно, они тогда сами испытывают эту боль. Это правильно. Тем не менее, поймите, что в другом месте имеет совершенно иную вибрацию, чем вибрация Земли. Итак, принятие своих поступков приходит из другого места внутри себя. Некоторым требуется больше времени, чем другим, чтобы смириться с несчастьями, которые они обрушили на других, и необходимо провести много самоанализа. Другие немедленно готовы исправить ситуацию и исправить свои неправильные поступки, и это то, что вы могли бы назвать кармой. Обиженный другим может быть полон прощения к обидчику, но тому, кто поступил неправильно, этого часто недостаточно для исправления его души. Таким образом, для того, чтобы полностью стереть свою доску, они могут решить вернуться на землю, чтобы испытать то же, что они сделали с другим, а также загладить свою вину на многих других уровнях. Чтобы помочь другим, чтобы их цель в этой выбранной жизни могла быть достигнута. Отдать им должное, так сказать. Когда вы говорите в другом месте, где это находится? Я читаю прекрасную книгу моей дорогой подруги Сьюзи Уорд и ее беседы с ее покойным сыном Мэтью. Он называет в другом месте нирваной. И все же, где, по-вашему, это место? Блоссом. Как это объяснить? Но если ты не знаешь, то и я точно не знаю. Где находится Земля? Где находится космос? Где что-нибудь есть? Я чувствую, что ответ будет нигде. 10 из 10 Блоссом. Теперь, как продолжить оттуда? Человек способен мечтать, и это кажется таким реальным. Можно путешествовать внутри медитации, и это кажется таким реальным. Это чувство. Это где все. Тем не менее, нирвана, небеса, летние земли. Это не просто поворот налево на светофоре и третий справа от вас. Это находится в другом измерении, не так ли? Правильно. И все же, что такое измерение? Это место, которого нет нигде. Внутри нигде. Которое вибрирует на частоте, отличной от другого места, которого нет нигде. Однако нельзя просто путешествовать по разным измерениям, волей-неволей. Ибо это личная, индивидуальная вибрационная частота, которая позволяет человеку войти. Человек может сделать это во время глубокой медитации, мельком увидеть или ненадолго побыть в другом царстве из-за своего внутреннего света души, который, возможно, притухнет во время выбранного физического путешествия. Тем не менее, на эту тему много материала. Ибо это не так просто, как одно для всех. Так скажем, например, кто-то должен был пройти через червоточину во вторник и пятницу утром. Нужно ли им оказаться в месте, с которым совместимы вибрации их души? Даже очень. Душе может быть причинен большой вред, и хотя мы открыто признаем, что такие события происходят, существует много теорий, связанных с тем, чтобы такое путешествие состоялось, и можем ли мы сказать, многие жизни были потеряны во время этой формы экспериментов.
Добавим также, что это с земной точки зрения. Многие другие планеты, те, кто обитает на кораблях и так далее, освоили эту технику. Тем не менее, мы снова подчеркиваем. Мы используем термин освоение, поскольку мастерство необходимо для того, чтобы выдержать такое путешествие. То же самое и с путешествиями во времени. Путешествие во времени – это совсем другое дело. И хотя для совершения таких подвигов нужен опыт, это далеко не так сложно, как то, о чем мы только что говорили. Главным образом из-за того, что путешествия во времени находятся в том же мирском измерении. Как вы уже поняли, Блоссом, все на вашей планете происходит в одно и то же время. Прошлое, настоящее и будущее. И хотя вы не понимаете этого полностью, вы можете принять это как таковое. Да? Да? Поэтому прыжок в прошлое или будущее, или даже в параллельную жизнь, это детский сад по сравнению с путешествием в другие измерения. И все же, разве параллельная жизнь не находится в другом измерении? Я знаю, что если бы я внезапно покинула это тело и стала просветленной на несколько минут, я бы поняла все это в мгновение ока. Буквально. И все же, если ты попытаешься объяснить, это вышибет мне мозги. Возможно. Видишь ли, Блоссом, внутри частоты есть много частот. Точно так же внутри измерения есть много измерений. Точно так же существует много пространственных частот в пределах всего измерения. Итак, как бы вы описали измерение? Идя за золотом. Мы сделаем все возможное. Измерение – это место, которого нет нигде. Потому что нет ничего реального. Не помогло, ребята. Попробуйте еще раз. Измерение – это частота вибраций, которая находится в гармонии с самой собой. И опять же, подождите, так что, если это не место, это пространство ничто, нигде. Как мы, как душа, будь то в физическом теле или нет. Живем в нем. Потому что вибрация вашей души резонирует на той же длине волны, что и эта конкретная пространственная частота. Если бы это было не так, тебя бы там не было. Блоссом, как мы сказали, ничто нереально. Все есть энергия. И энергия есть, работает через вибрацию. Энергия – это вибрация. Это, конечно, может варьироваться от, например, на вашей планете, энергии муравья до энергии Солнца. Это зависит от того, во что эта энергия превращается другим или божественным творением. Мы понимаем, что ваш мозг немного устал и что скоро нам пора уходить. Я чувствую в данном случае. Скоро на самом деле значит скоро. Верно. Тем не менее, чтобы вернуться к тому, с чего мы начали. Это были монолиты, и мы не касались этого. Вы правы. На данный момент больше нечего сказать по этому поводу. Тем не менее, дорогие, когда придет время, так много будет предложено. Итак, мы закончим, как начали сегодняшнюю беседу, повторив, что все есть энергия. Каждая мысль – это энергия.
Вы формируете эту энергию в творение. Ваш выбор в отношении вашей мысли. И ваше творение. В вашу реальность. Вот как это работает, дорогие. Да, может потребоваться великая сила, чтобы изменить то, как вы думали. И все же, вам решать. При любых обстоятельствах. Я это понимаю. Тем не менее, я полностью осознаю, что по этому поводу может быть много споров, в зависимости от того, кто вы и где вы находитесь, сколько вам лет и что вам приходится терпеть. Тем не менее, давайте пока оставим это на месте. Мы собирались, Блоссом. Мы получили огромное удовольствие от этого разговора, и когда мы забираем нашу энергию из вашей, мы делаем это, впрыскивая в эти слова любовь и понимание. На вашем месте я бы не использовала слово «впрыскивание». Просто говорю. Это будет зависеть от того, какую энергию вы решите использовать для этого. Как всегда, большое спасибо, друзья. В благодарности. В любовном служении. Я есть